Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует магазин «Мир моделей». На нашем канале сегодня Павел. Вы со мной уже знакомы. Вот сегодня мы рассматриваем новинки, пришедшие в наши магазины. Это давно ожидаемая новинка от компании «Звезда». Модель военно-транспортного самолета Ил-76. Давно обсуждалась эта новинка. На многих форумах уже обсуждали первые летники, первые тестовые сборки. Вот, наконец-то свершилось. Новинка поступила. Многие уже, даже, могу сказать, уже ее приобрели. Но отзывы глубоко положительные. Ну, что хотел бы сказать. Немножко история этого легендарного самолета, потому что немногие военно-транспортные самолеты в мире выпущены большим количеством, таким как вот Ил-76. Выпускается он примерно с 1971 года. Выпущено сейчас все вместе с этим выпуском порядка 900 машин, может быть чуть больше. В 1966 году было выдано техническое задание ОКБ Ильюшина на разработку военно-транспортного самолета, в принципе больше транспортного, для перевозки личного состава военно-воздушно-десантных войск, знаменитых ВДВ. Вот. К тому же было дано задание именно на рассмотрение десантирования, разрабатывались новые платформы парашютные, выброс техники различных вариантов из воздуха и скользящим по земле. Значит, данная машина способна перевозить от 26 до 60 тонн, в зависимости от модификации, на дистанцию где-то 3000 километров со скоростью 750-880 километров в час. То есть вот такая интересная машина, очень характерный силуэт, в огромном количестве фильмов снималась эта машина, в зоне особого внимания, кто же не помнит знаменитый советский фильм. Вот, кроме перевозки в транспортный отсек данной машины загружается 3 единицы боевой техники на специальных платформах с парашютными системами. Это знаменитые БМД-1, БМД-2. Сейчас уже другие системы поступают. Может также перевозить БМП. Если без парашютных систем, может в транспортный вот этот грузовой отсек поместиться 4 машины. Вот, полностью с полной экипировкой и вооружением может перевозить 126 десантников. Десантируются они как вот сзади через рампу, так и через вот боковые двери, которые выходят справа и слева. Это во всех фильмах отражено. Вот, кроме того, есть возможность применения так называемой небольшой, как вот вдоль фюзеляжа идет, делится отсек на 2 части, так называемый двухэтажный вариант, так сказать, в перегрузе. Самолет может перевозить 245 человек личного состава. Самолет встал на вооружение советской армии практически сразу. Очень удачная машина. Часто использовался фактически во всех вооруженных конфликтах. В частности, зарекомендовался как черный тюльпан знаменитый, это в Афганистане. Было и большое количество машин этих повреждено, избито, но тем не менее машина среди воздушно-десантных войск пользуется большой любовью и уважением. Теперь, мы рассмотрим, естественно, коробочку. Здесь представлен Ил-76 в модификации МД. Это немножко модернизированная машина. Вот та же, стандартно, как любой военно-транспортный самолет. Вот здесь сзади имеется стрелковое вооружение. Это 2 пушки ГАЭШ 23 мм с наведением по радиолокатору. Хочу немножко отвлечься, сказать, что до появления данного набора от фирмы «Звезды», есть вот такая вот модель от фирмы «Тромпетер». В данный момент здесь не Ил-76, все его привыкли называть, это так называемая система А-50, это наш называемый советский или теперь уже российский АВАКС с блюдцем, куда вмонтирована антенна. Я собирал одну из таких моделей на заказ, было это довольно-таки давно.
Ну, постараюсь, может быть, получится, выложим фотки собранного варианта. Я собирал его без, естественно, блюдца, собирал его в транспортном варианте, причем собирал машину полярную. Это одному очень хорошо известному полярнику в подарок собиралась эта машина. Могу сказать одно, что непростая модель в сборке. Были нюансы по сопряжению остекления с фюзеляжем. Двигатели тоже очень тяжело, так не очень приятные швы там. Но тем не менее опыт у меня такой был. Точно не могу сказать, буду ли я собирать Ил-76 вот именно от компании «Звезда». Но может быть и буду, еще не знаю. Вот, ну мы теперь перейдем непосредственно к обзору данной новинки. Ну, коробку ФАС, так сказать, я показал. Теперь мы немножечко перевернем, покажем тыльную сторону коробки. Здесь все очень красиво показано. Вот, и теперь мы, значит, перейдем к рассмотрению содержимого. На нем немножко остановимся подробно. Но в конце, я думаю, что мы немножечко еще и сравним с тромпетеровской моделью. Ну, в данный момент это не Ил-76, а А-50. Традиционно мы осматриваем сначала инструкцию. Значит, ну, здесь сразу же указал производитель, как делает «Звезда». Она сразу показывает 3 варианта сборки. То есть можно его собрать в стояночном варианте, грубо говоря, на погрузке. Можно его сделать 2 варианта на подставке. Можно делать его с выпущенной механизацией, допустим, и шасси. И можно сделать его, так сказать, в полетной конфигурации. Но я думаю, что никто не будет против, если можно также механизацию опустить в стояночном варианте. Здесь идут этапы, так сказать, сборки. Это так называемая книжица. Вначале, опять же, у нас идет количество литников, их расположение на литниковых рамках. Дальше пошел процесс сборки. В отличие, опять же, сразу от тромпетеровского бросается в глаза, что здесь есть именно элемент транспортного отсека, которого в А-50 нету. Дальше идет элементы сборки фюзеляжа, уже вмонтировать туда именно транспортный отсек. Сборка элементов двигателей, крылья, механизация крыльев и задняя стрелковая установка. Вот. Дальше уже идет варианты уже установки элементов шасси. Вот. И дальше уже дается уже подставка здесь. И здесь уже у нас дается вариант окраски. Дается довольно-таки приличная декаль. Вот такая вот декаль. Ну, современная эмблема, теневая такая вот, без этих самых «Звезда». Ну и самолет именной, именно маршал авиации «Скрипка». Также бортовые данные коды, как вот сейчас и делается это современной российской армии. Кодировка, так как она и должна быть сейчас. Вот. Теперь мы вот это вот великолепие отложим в сторону и будем рассматривать литники. Ну, что хотелось бы сказать, начнем мы сразу. Понятно, вот это у нас идет фюзеляж. Ну, бросается опять же в глаза то, что двери здесь у нас идут открытые. Понятно. Вот тут такие у нас идут крылья. Опять же, «Звезда» уже радует нас всех вот тонкой, аккуратненькой расшивкой. Она идет на протяжении всего крыла, она не пропадает, она тонкая, ровная, аккуратная и примерно одинаковой глубины, что позволяет потом аккуратно ее выделить и то, что придает зрелищность уже изготовленной модели. Вот здесь у нас вот как раз элемента транспортного контейнера, ну так сказать, грузового отсека его еще называют. Вот это вот обтекатель нижний, знаменитая, так называемая, как все говорят, БРД. Вот она вот здесь вот. Вот элементы кормовой пушечной установки. Элементы хвостового оперения. Много литников. Вот здесь вот пол кабины. Опять же здесь элементы закрылков. Кронштейны крепления двигателей непосредственно к крылу. Навеска этих посадочных механизация. И также элементы шасси здесь представлены со стойками. Здесь отдельно стойки. Также даны очень маленькие кресла. Я думаю, что, скорее всего, это кресло пилота. Ну вот у нас еще здесь остается 2 небольших литника. Это непосредственно сами двигатели. Хочу обратить внимание на аккуратную проработку
лопаток первой ступени компрессора. Это самая такая широко встречаемая, очень бросающаяся в часть именно в Ил-76. Двигатели большие, их всегда видно. И вот эта вот деталь очень довольно-таки хорошо здесь проработана, то что она здесь показывается. Ну и здесь вот хвостовая часть, так знаменитые створки, потому что многие знают, что при посадке эти створки закрываются, получается элемент обратной тяги, за счет чего пробег самолета после посадки значительно сокращается. Кроме того, Ил-76 один из немногих самолетов, который может садиться и взлетать с грунта. Не каждый самолет в мире может это себе позволить. Ну, элемент подставки и небольшой кусочек декалей, который я обнаружил к своему большому разочарованию в самом конце. Это вот синие такие элементы. Вот. Ну и сейчас вот немножко для того, чтобы, так сказать, вы получили полное мнение, мы немножко заглянем в коробку от компании Trumpeter и немножко мы померяем, вот, грубо говоря, как это делали они, наши друзья из Поднебесной или около Небесной, кому как нравится. Но вот таким вот образом, значит, решение, технологическое решение вы можете уже себе посмотреть. Вот так представляет, я сейчас покажу сначала вам по фюзеляжу. Вот так представляет Ил-76 компания Trumpeter. Ну, опять же, повторюсь, что здесь А-50. Во-первых, в самой модели, вот могу показать, вот это все, что есть из литников. То есть, понимаете, да, что звезда сделала, ну, как минимум в 3 раза больше литниковых рамках находится в данном наборе. Вот так представляет себе компания Trumpeter Ил-76. И вот мы здесь сразу берем и, так сказать, пытаемся, ну, вот так вот это у нас будет звезда. Разное технологическое членение, задуманное конструкторами при создании модели. То есть, если у Trumpeter модель собирается из 2 половинок, потом туда вставляется вот в эти пазы крылья. Здесь у Звездовского Ил-76 крылья приклеиваются сверху. Ну, в этом, наверное, есть какой-то резон, потому что я помню, что с крылышками там тоже были какие-то небольшие нюансы. Ну, шпаклевать там приходилось точно. Я помню, что были там проблемные места. Вот. Ну, механизация крыла здесь, конечно, у компании от Trumpeter дана очень... Да, кроме опускающегося носка закрылка, здесь, в принципе, больше ничего и нету фактически. Ну, вот сравним со Звездовским. Здесь дана полная механизация. Нижней части гребни у Trumpeter'овской модели уже приклеены. Вот, уже в обтекаемой форме. Компания Звезда предлагает это все установить. Ну, потому что они задумали механизацию сделать отклоняемой, и поэтому, естественно, элементы навески закрылков, элеронов, они здесь даны отдельно. Вот, ну, таким вот образом, небольшое просто как бы сравнение. Вот, в принципе, вот то, что есть. Вот это вот Trumpeter, вот это вот кучка небольшая, и вот это вот как бы звезда. Можете как бы сравнить. Время идет. Это Trumpeter, это звезда. Вот в чем преимущество, когда мы снимаем ролики в нашем магазине. Иногда есть возможность залезть в коробку аналогичного, допустим, модели самолетов. И вот есть возможность посравнивать. Ну, надо отдать должное, что вот эта модель уже как минимум, я точно не могу сейчас сказать, ну, лет 10 точно. Это совсем свежая новинка, которая вышла буквально вот, ну, чуть больше месяца назад. Вот, уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели новинку от компании «Звезда». Это Ил-76МД. Вот немножко я даже дал вам небольшое, весьма поверхностное представление о модели, аналогичной модели, я имею в виду Ил-76 от компании Trumpeter. Еще раз напомню, что там был А-50, но на базе, конечно, Ил-76. Вот такая интересная новинка, поэтому в полку 144-го масштаба любителей гражданской авиации прибыло. Я их с этим поздравляю, это очень хорошая новость. Но вот такая вот модель в 144-м масштабе, Ил-76, модель знаковая, модель очень красивая, очень смотрится хорошо модель в полетной конфигурации, широко узнаваемая,
Я думаю, что очень многие захотят собрать такую модель и подарить кому-нибудь, кто причастен к авиации. Вот. И могу сказать одно, что «Звезда» порадовала нас очередной новинкой. Очень интересная модель очень известного самолета. Поэтому рекомендую вам ее приобретать, собирать и ставить на свою модельную полку. С вами был Мир Моделей. Меня зовут Павел. До новых встреч. Всего хорошего.